Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня вот такая работа, с одной стороны простая, с другой стороны, куда нам использовать остатки пряжи. Этот вопрос периодически возникает. И вот я решила такой узорчик. Смотрите, можно, я два цвета применила, а можно это применить их несколько вариантов и связать, допустим, вот может быть вот такую шаль или бактус, остаточки применить. Осталось у вас 2 цвета или 3 цвета, и вы не знаете, куда девать. Вот. А можно сначала наращивая, а потом уменьшая, можно связать вот такой ромбик и применить уже его как что. Жду ваших комментариев, обязательно напишите. А теперь смотрим. Go просто в видео. Сегодня у нас интересный узор. Мы набираем. Для остатков пряжи очень удобно связать. Напишите потом в комментариях, куда бы вы использовали. 5 воздушных петель свяжем, замкнем в круг и вяжем 1, 2, 3. Это первый столбик. Еще 4 столбика с одним накидом. Всего у нас будет 5. 2, 3, 4 и 5. 5 столбиков с одним накидом. Это наше такое вот начало вязания симпатичного узора. 1, 2, 3 воздушные петли. Провязали. Разворачиваем вязание и между первым и вторым столбиком вяжем 4 столбика. 2, 3, 4. 4 столбика провязали. 3 пропустили, и между последним и предпоследним находим это место. Вяжем еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. А четвертый, смотрите, не совсем до конца. 2 петли оставляем и добавляем еще одну ниточку. Идея для утилизации остатков. У нас их всегда много, то есть мы присоединяем вторую ниточку и начинаем вязать уже другим цветом. 1, 2, 3 воздушные петли, разворачиваем вязание и опять повторяем то же самое. Между первым и вторым столбиком вяжем 1, 2, 3. Между столбиками вот у нас пространство такое пустенькое образовалось. Вяжем опять 3 столбика. 1, 2, 3. Таким образом, кстати говоря, можно шальку связать. Вот у нас 4 столбика. Между последним и предпоследним вяжем 4 столбика. То есть, смотрите, в самом начале и в самом конце мы провязываем по 4 столбика для того, чтобы дать начало новому ряду. Между первым и вторым, вот здесь и здесь, начинаем вязание 3 воздушные петли подъема. И между первым и вторым столбиком мы начинаем вязание нового ряда. 1, 2. Все повторяется. Узор очень простой, запомнить очень легко. Между столбиками мы вяжем 3 столбика. Знаменитый наш узор, можно сказать, бабушкин узор, который всегда красиво смотрится, легко вяжется и хорошо запоминается. 1, 2, 3. А между третьим и четвертым вяжем 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик не до конца и меняем нить. Можно любые остаточки приспособить в это дело. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. И опять между первым и вторым, что я сделала? Не довязала. 3 столбика и 4 мы не довязываем. 4 не довязываем. 1, 2, 3. То есть тут сложно запутаться, сразу будет видно, что вы связали не так. 2, 3, 4. Вот такое вязание, я думаю, что освоит абсолютно любой. Вяжем до
хорошего расширения, а потом будем убавлять. И у нас получится такой симпатичный квадратик. Можно связать плед, можно связать коврик, можно связать салфетку, можно связать подставку под горячее. То есть фантазия наша неиссякаемая. Я думаю, что вы в комментариях еще напишите. 4 столбика в начале, 4 столбика. И смотрите, как интересно получается. Шалька, да, даже вот так вот визуально кажется. Меняем ниточки цветом, который вам нравится. 3 воздушные петли подъема. Между первым и вторым столбиком столбик. 1, 2 и 3. И еще. Раз. Я меняю через 2, можно через 3, можно через 4, так как можно через ряд, так как вам больше нравится. 3 столбика. И хорошо видно, где мы начинаем вязать. Мы начинаем вязать между 3 столбиками. Воздушную петельку можно связать между ними. Если вы хотите более ажурный узор, можно еще добавить воздушную петельку. Вот сюда. Можно не добавлять. Тут уже дело такое. И давайте сейчас попробуем. Ряд довяжем, а в розовом цвете попробуем уже делать убавочки, да? Пока мы провязываем в полном объеме, потому что у нас здесь 4, поэтому мы провязываем тоже пока 4 столбика, а в розовом цвете начнем убавлять. Добавим розовую ниточку. Провязали вот такую красоту. А теперь давайте сделаем уменьшение. Каким образом? Мы также поменяли ниточку. Уже на розовую, да? 1, 2, 3 воздушные петли сделали. И провязываем, пропуская. Провязываем в следующую арочку между столбиками, провязываем 3 столбика. И также мы их и вяжем. 1, 2, 3. Но уже делаем сокращение. 1, 2, 3. И смотрите, между столбик с одним накидом. Идем дальше. Провязываем, опять мы пропускаем и вяжем 3 столбика. Вот таким вот простым способом. И еще просто-напросто мы не довязываем одну группу из 3 столбиков. Вот. Один, два, 3. И еще 1, 2, 3. Вот. Но теперь мы, смотрите, обязательно нужно заканчивать одним столбиком. Вот. То мы вязали 4 столбика, а теперь мы будем заканчивать, провязывая столбик. Меняем ниточку, да? Не до конца мы здесь провязали. Поменяли ниточку, развернули вязание и начинаем вязать через группу из 3 столбиков, формируя таким образом квадрат или ромбик в зависимости от размера. То есть вот такая наша задача: провязывать туда и обратно, пока у нас не сократится количество. Вот эти ниточки, естественно, что мы их просто-напросто
обвяжем потом, допустим, столбиками без накида. Они всегда аккуратно смотрятся. Вот. Довязываем. Раз, два, три, 4, а сейчас 3. Значит, просто столбик с одним накидом. Мы же ниточку не меняем. Значит, вяжем так. У нас было, смотрите, 2 группы. 3, 4, 5. 6. 6, 5, 4, 3, 2. Один столбик, второй, третий. Еще 1, 2, 3. Провязываем, но не до конца. Меняем на розовый цвет. И вяжем последние столбики. 1, 2, 3. И воздушную арочку вот сюда. Столбик с одним накидом. Так. В итоге у меня получился вот такой квадратик. Ромбик, конечно, тоже возможен, да? Но квадратиком, мне кажется, еще симпатичнее смотрится. Прям совсем симпатично. Вот. Можно продолжить на любой размер. Я хотела показать просто принцип вязания, который очень легко начинается вязаться. Делаем прибавки до того места, до которого нам необходимо, а потом вяжем убавочки. Потом вот так переворачиваем, у нас получается квадрат. Очень красивый, очень интересный. Таким узором можно и кофточку связать, согласитесь? Квадратную. Связать 2 квадрата, объединить и уже топик там или что. Тоже как идея. Вот все, что у меня получилось. Надеюсь, идея вам понравилась. Утилизация остатков — это всегда актуальная тема. Попробуйте, свяжите образец и обязательно напишите в комментариях, понравилась вам идея или нет. До новых встреч! Подписывайтесь на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Telegram и будем вязать вместе.